Привет, меня зовут Арина, и я преподаю русский язык иностранцам. Сегодня я хочу начать с ситуации, с которой встречаюсь практически каждый день. Когда иностранные студенты начинают учиться в русских университетах, они часто говорят своему преподавателю «профессор», «teacher», «преподаватель», «мадам», «мисс», «миссис». Я слышу все, кроме имени. У нас другая традиция. Для нас важно имя. А почему это так, поговорим сегодня. И поможет нам повесть Гоголя «Шинель». Как я сказала ранее, имя играет значимую роль для нас. Не у всех, но у многих русских есть даже два имени. Одно мы говорим всем, другое знают только наши близкие. Чтобы это понять, обратимся к традициям наших предков. Раньше, когда ребенок рождался, ему не давали имя. Во-первых, потому что не всегда были уверены, что он будет жить. А во-вторых, потому что для наших предков физическое рождение не было так значимо, как духовное рождение. Только через 8 дней, в некоторых регионах через 40 дней, если ребенок все еще был жив, его несли в церковь. Там его крестили. И именно с этого момента начиналась его жизнь. Имя давал священник. Для этого был и есть специальный календарь. Он называется «Святцы». В этом календаре каждый день назван по имени святого. В какой день родился ребенок, такое имя ему и давали. Соответственно, и самый главный праздник у человека – это не день его рождения, физическое рождение, а день, когда ему давали имя, его именины, его рождение перед Богом. Так, например, в дореволюционной России день рождения практически даже не праздновался. А после революции ситуация изменилась. И я думаю, вы знаете почему. Песню о дне рождения поет практически весь мир. А сейчас я хочу показать песню, которую мы пели раньше, на день именин. Она сохранилась, и в детстве, когда я была маленькая, я очень ее любила и с удовольствием всегда пела с дедушкой. Сейчас у нас, конечно, нет такой традиции праздновать именины, как раньше. Сейчас мы больше отмечаем день рождения. Именно в этот день мы веселимся, мы накрываем большой стол, мы дарим подарки, поем, танцуем. Именины мы уже отмечаем скромно. Обычно в этот день нас поздравляют только самые близкие. Но до сих пор в нашем сознании сохранилось несколько важных мыслей. Во-первых, выбор имени – это очень важный момент. Мы верим, что имя может влиять на судьбу человека, на его характер, на его качество. Во-вторых, когда мы идем в церковь, мы обязательно меняем имя. Мы говорим то имя, с которым нас крестили. И третье, что очень важно для иностранных студентов, когда мы говорим с друг другом, мы не говорим должность, мы говорим имя. Поэтому, если вы еще учитесь, пожалуйста, постарайтесь говорить Ирина Николаевна, Александр Витальевич,
но не профессор и не teacher. Давайте посмотрим, как эта ситуация показана в русской литературе. В этом нам поможет текст Гоголя «Шинель». Это история об одном маленьком чиновнике, у которого сначала появляется потребность, а затем и мечта купить новую шинель, или иначе пальто. Для этого он начинает меньше есть, меньше пить, экономить. Так начинает меняться он, начинает меняться его жизнь. Если вы думаете, что вы уже поняли, чем может закончиться эта история, не торопитесь. Это же русская литература. Вы будете удивлены. Полный текст с нашим комментарием мы добавим в описании к этому видео. Родился Акакий Акакевич против ночи, если только не изменяет память, на 23 марта. Покойница-матушка, чиновница и очень хорошая женщина расположилась как следует окрестить ребенка. Родильнице предоставили на выбор любое из трех, какое она хочет выбрать – Мокия, Сосия или назвать ребенка во имя мученика – Хаздазада. Нет, подумала покойница, имена-то все такие. Чтобы угодить ей, развернули календарь в другом месте. Вышли опять 3 имени – Трифилий, Тула и Варахасий. «Вот это наказание!» – проговорила старуха. «Какие все имена! Я, право, никогда и не слыхивала таких. Пусть бы еще Вородат или Варух, а то Трифилий и Варахасий». Еще переворотили страницу. Вышли Повсекахий и Вахтисий. «Ну уж я вижу, — сказала старуха, — что, видно, его такая судьба. Уж если так, пусть лучше будет он называться, как и его отец. Отец был Акакий, так пусть и сын будет Акакий». Таким образом и произошел Акакий Акакевич. Ребенка окрестили, причем он заплакал и сделал такую гримасу, как будто бы предчувствовал, что будет титулярный советник. Итак, вот каким образом произошло все это. Мы привели потому это, чтобы читатель мог сам видеть, что это случилось совершенно по необходимости, и другого имени дать было никак невозможно. Как вы видите, текст может рассказать очень много о нашей культуре. Если вы продолжите читать дальше, вы можете увидеть еще больше деталей. Напоминаю, что в описании к этому видео вы найдете полный текст произведения с нашими комментариями и картинками. А на этом сегодня все. Спасибо, что были со мной. Увидимся совсем скоро. Пока-пока!